Помните, как в январе 2026 года Hytale буквально восстал из пепла? И как практически в первый же день количество модов для него перевалило за 1000. Тогда я с удовольствием погрузился в новую игру и проекты сообщества, созданные для нее. Очень кстати подоспел CurseForge с обновлением своего лаунчера, и моды стало удобно искать, устанавливать и обновлять. Но уже в апреле я начал замечать изменения. Обновления модов практически перестали выходить, а общее количество проектов на CurseForge перестало расти. Привет, я Нао. В этом ролике я покажу вам подробную статистику мод-сцены Hytale за первые 5 месяцев ее существования и попробую найти ответ на вопрос, что пошло не так. Напомню, что получать уведомления об обновлении своих любимых проектов для Hytale и Minecraft вы можете в моем Telegram-боте. Там же можно выполнить перевод любого Minecraft-мода или датапака за минимальную стоимость. А если хотите поддержать меня напрямую, то можете просто сделать пожертвование, чем уже воспользовались несколько зрителей, чьи псевдонимы вы видите на экране. Огромное вам спасибо! Ссылка на бота в описании. Продолжаем. В отличие от Minecraft, у Hytale пока нет конкуренции между площадками. Практически все авторы обитают на CurseForge. И собирать статистику мне было просто, как никогда. Я покажу данные, актуальные на 29 мая 2026 года. Первым делом проверим мое ощущение, что новые проекты перестали выходить, а обновление старых замедлилось. На графике, отображающем общее количество проектов по времени, хорошо заметно, что бурный рост первых 2 месяцев закончился практически остановкой. До марта успело появиться 5000 проектов, а за последние 3 месяца это число увеличилось лишь на 800. Вот так это выглядит в разрезе количества новых проектов по неделям. Здесь заметен еще более тревожный факт. Если с марта мод-сцена Hytale прибавляла по 100 проектов каждую неделю, то в мае это число упало до 20. И если вам показалось, что для игры не выходит ничего нового, вам не показалось. Ладно, посмотрим, как чувствуют себя уже вышедшие проекты. На графике количества обновлений по неделям можно нащупать пульс. Пики на нем связаны с выходом обновлений игры, ведь чудо не произошло, и API моддинга Hytale пока не дает долгосрочной совместимости для плагинов, а значит авторам активных проектов приходится выпускать обновления, как минимум для поддержания работоспособности. Но даже невооруженным взглядом видна явная нисходящая тенденция. И график количества активных авторов по месяцам ее только подтверждает. Здесь показано общее количество авторов, выпустившее хотя бы одно обновление своих проектов за каждый из месяцев. Я долго думал, как можно определить, жив ли проект или заброшен. Ведь у того же Майнкрафта есть примеры, которые продолжали свое развитие и через год, и даже через 2 после последнего обновления. Потому я просто сегментировал проекты по времени, которые они не обновлялись. Есть те, кто обновлялся в последние 14 дней на момент выборки данных, от 15 до 30 дней, от 31 до 60, от 61 до 90, и те, кто не обновлялся более 90 дней. И это 66% проектов на CurseForge. Да, можно парировать, что пакеты для Hytale, в отличие от плагинов, не так часто ломаются при обновлениях игры, и что те, кто не обновлялся, просто уже идеальны и до сих пор работают. Хорошо, тогда посмотрим, сколько их. Если открыть график с разбивкой проектов по типам, то мы увидим, что плагины действительно уступают пакетам. Но пакетов все равно не 66%, как заброшенных. Они составляют всего 45% сцены. А если мы попробуем оценить важность проектов каждого типа для сообщества игры, то увидим, что скачиваний у плагинов гораздо больше, чем у пакетов. Так что, несмотря на все возможности Hytale для создания контента без кода, игроки пока в основном ищут то, чем можно доделать игру, а не просто расширить имеющиеся в ней. Это же подтверждается графиком объема проектов в каждой из категорий. Первые 3 строчки топа тут занимают геймплейные, quality of life и утилитарные проекты. И их общая доля 60% от всех плагинов и пакетов. Хотя, к чести разработчиков игры, я должен отметить, что даже среди пакетов первые 2 строчки топа занимают геймплейные и quality of life. А значит, их возможности уже достаточно мощные, раз позволяют создавать проекты в этих категориях. Но утилиты все равно с большим отрывом преобладают именно в плагинах. Получается такая картина. Новых проектов практически не появляется. Старые проекты перестают обновляться и забрасываются, а количество активных авторов становится все меньше. То есть проблема в том, что авторы отвернулись от игры? Это так, но, на мой взгляд, это не первопричина, а истинный корень проблемы в том, что от игры отвернулись игроки. Посмотрим на вот такой график. По горизонтальной оси он показывает неделю, в которую появился проект относительно выхода игры, а по вертикальной — количество скачиваний, которые он получил на данный момент. И уже сходу видно, что те, кто успел опубликовать свои работы в первые месяцы хайпа, собрали все сливки. А даже качественные проекты, выбивающиеся из серой массы, которые появились позднее,
практически не получают скачиваний. Причем так происходит для всех типов. И для плагинов, и для пакетов. Библиотеки, которые получают скачивания вместе с зависимыми от них проектами, также пострадали. Префабы и миры тоже. Только в ресурс-паках заметны некоторые проблески. Но это и так не конкурентная и не слишком популярная ниша у Hightail. А на графике, который показывает количество вышедших проектов по неделям, против показателя их скачиваний, картина еще нагляднее. Мы видим максимумы и 90 перцентиль в начале для сильных проектов, которые были приняты сообществом. И их пики находятся в первых 6 неделях с момента выхода игры. Медианный показатель скачиваний, которые входят 50% вышедших в каждую неделю проектов, тоже вышел на свой нормальный максимум за 6 недель. И дальше только снижается. То есть, выпуская свой проект сейчас, вы просто не получите аудиторию, каким бы этот проект не был замечательным. И добивочкой покажу результаты конкурса по моддингу Hightail от Hypixel Studios и CurseForge. Там было разыграно $100 000 для топ-65 проектов в категориях WorldCat 2, NPC и Experience. На моих графиках отмечена дата анонса конкурса и дата завершения приема работ. Логично предположить, что в этот период новых проектов появится больше. Но нифига подобного. Более того, результаты уже опубликованы. Вы можете найти их на странице по ссылке в описании и самостоятельно ознакомиться с победителями. Там действительно неплохие проекты, но если вы посмотрите на число их скачиваний, вы убедитесь во всем, что я говорил ранее. Никто не пришел в них играть. Ну а если отбросить завышенные ожидания и вернуться к цели данного мероприятия, никто и не планировал привлечь игроков к мод-сцене. Hypixel Studios активно ищут новых сотрудников для работы над Hightail, и они успешно привлекли и наняли их в результате данного конкурса. Если вы осилили часть со статистикой, то вам точно было интересно. Пожалуйста, поставьте лайк, подпишитесь на канал и поделитесь этим роликом с друзьями. Ведь если донат и платные функции в боте постепенно наращивают мои возможности создавать что-то новое, то ритуалы YouTube дает возможность не затеряться этому новому среди тысяч других проектов. А для чего вообще что-то создавать, когда никто это не увидит? Ну, а я продолжу. Что я сам думаю обо всей этой ситуации? Мысль на самом деле очень простая, но все равно требует объяснений. А именно, активность игроков и авторов контента для Hightail сейчас именно такая, которая и должна быть на данном этапе развития. Игра вышла в состоянии технической демки, с огромным откатом наработок, которые успели реализовать за эти годы. Да, базово клиент работает на достойном уровне, но игрокам там практически нечего делать, ведь имеющиеся механики еще не способны предоставить длительный геймплей для всех возможных сегментов аудитории игр-песочниц. А тяжеловесность серверной части не позволяет создавать огромные сервера, где социальное взаимодействие и сильные стороны первой версии игры могли бы нивелировать недостатки. Еще важно понимать, кто вообще играет в Hightail. Я считаю, что у игры пока нет собственной аудитории. Все, кто следили за ней эти годы, играли на старте, создавали модификации после выхода. Это аудитория Майнкрафта. Представить себе не могу, чтобы игрок, никогда не игравший в песочнице, взял и решил, что Hightail — это та самая игра, в которую он пойдет. А значит, как бы Hypixel Studios не пытались убедить нас, что их продукт будет другим, люди все равно будут сравнивать свой опыт игры в Майнкрафт и его модификации с опытом игры в Hightail. И сейчас результаты этого сравнения выходят далеко не в пользу последнего. Так что я бы предпочел оценивать и активность игроков, и активность мод-сцены Hightail, полностью отбросив результаты первых 1,5 месяцев. Это позволяет видеть реальное положение дел и умерить ожидания, которые были раздуты кучей контент-креаторов на старте. Лично для меня Hightail — это невероятная альтернативная вселенная, в которой можно наблюдать за тем, что было бы, если бы моджинг принимали другие решения и не имели тех ограничений, которые, вероятно, имеют, находясь под Microsoft. В особенности те, что касаются риска. И по части контента сообщества Hypixel уже приняли несколько рискованных решений, которые, с одной стороны, делают удобнее игрокам и авторам контента, а с другой могут иметь негативные последствия, которые Майнкрафту пока неведомы. Первая из них — ставка на серверные модификации. Игра из коробки дает возможность создавать плагины и распространять их прямо с вашего сервера, без необходимости устанавливать их отдельно, на клиентскую сторону. Даже без перезагрузки игры. Это невероятно удобно, но дает возможность сделать эксклюзивные модификации, которые игроки не смогут получить никаким другим путем, кроме захода на определенный сервер. По сути, такая проблема есть и у датапаков Майнкрафта, но они гораздо скуднее по возможностям, и ситуация, когда такой мастодон, как Create, является эксклюзивом только одного проекта, просто невозможно. Об этой проблеме писал в Твиттере один из популярных разработчиков Hightail модификаций, и Саймон ответил ему, что уже думает над данной проблемой, и мне невероятно интересно, как это будет и сработает ли. Вторым риском я вижу будущее встраивание площадки для модов прямо в игру.
Да, это 100% будет очень удобно для игроков, а авторам позволит создавать платные модификации и продавать их с небольшой комиссией в пользу Hypixel. Но я не представляю, как это сделать, не нарушив сложившийся статус-кво. Дело в том, что совсем немногие игроки готовы платить за контент, созданный не студией, а такими же игроками, как они. Одно дело — платное DLC от создателей игры, а другое дело — тысячи проектов неизвестного качества. Допустим, платными смогут стать верифицированные проекты, но тогда как? Что-то кроме благодарности будут получать остальные. Сейчас CourseForge и Modrind платят всем авторам модов в соответствии с количеством просмотренной рекламы на их страницах и скачиваниями. Очевидно, что рекламу во встроенную площадку Hypixel вряд ли добавят, а значит и выплаты за бесплатные моды делать не из чего. Почему тогда авторы проектов должны хотеть размещаться на этой встроенной площадке, когда уже сейчас практически всю мод-сцену игры покрыл CourseForge? В общем, кажется, мы как с Майнкрафтом будем ходить по нескольким площадкам одновременно, чтобы собрать модпак своей мечты. Ну и последний, самый очевидный риск, который был понятен с самого начала. Это то, что в отличие от сообщества, студия не может позволить себе дать авторам инструменты, которые могут делать с игрой все что угодно. Ведь это гигантские риски для безопасности игроков, от которых Mojang сейчас защищена тем, что вся мод-сцена по сути находится в серой зоне. А здесь сразу встроенный SDK, задача которого, с одной стороны, дать как можно больше возможностей для создания нового контента и изменения имеющегося, а с другой — не позволять модам вылезти из своей песочницы и натворить дел на компьютере игрока. Соответственно, для каждого аспекта игры должны быть реализованы инструменты безопасного изменения и дополнения, что та еще задача с учетом необходимости не ломать тысячи проектов при каждом обновлении. Посмотрим, как Hypixel будут справляться с этим. Но зуб даю, рабочий стол своего Linux вы никогда не сможете встроить внутрь игры предоставляемыми из коробки средствами. А вот с загрузчиками Майнкрафта — пожалуйста. В любом случае, какой бы печальной ни казалась ситуация для Hytale на данный момент, благодаря предзаказам у студии теперь есть деньги на доведение его до состояния полноценной крутой игры. А что самое главное, есть огромное желание это сделать. Чему я очень рад и продолжу следить за развитием проекта. Удачи, Саймон, и всем, кто причастен. Вы сдвинули индустрию кубических песочниц, еще даже не имея продукта. И уверен, сможете сделать это снова, когда он обретет задуманную вами форму.